Только Apple Pay. G-Pay нет. Защита от влаги 5 атмосфер, 10 спортивных режимов без беговых лыж. На 22 января нет глобальной версии, китайская на английской, в отличие от Mi Watch, пока не встает. То есть, если я китайские часики от Mi Watch первые спокойно смог перевести на английский, здесь этой функции нету, к сожалению. Раз, два. Разрешение 454 на 454 точки на дюйм. Интерфейс, как в Mi Watch, слегка не работает, слегка подлагивает. На стриме вряд ли увидите. Несколько тысяч watch face'ов, это факт. Экран AMOLED HD, вы сами увидите. Я специально Huawei GT надел для того, чтобы вы видели, что экран ничуть не хуже. Опять же, по моему мнению. Размер 47 на 47 миллиметров. Как вы поняли из фотографии, они круглые формы. Толщина в 10 мм и 6 цветов у силиконового ремешка, обычно в продаже 2. Но я купил, сейчас увидите какой, не тяжело догадаться. А что еще можно добавить? Акцент конкретно на море негатива по поводу этих часов будет чуть-чуть позже, пока ознакомление дальше с небольшими ремарками. Программы для связи с телефоном на iOS есть, но как-то народ жалуется. Вроде бы, я еще не тестировал это дело, на Android часы настраиваются за 30 минут. То есть я их подключил к Xiaomi Mi Note 10. Дальше. Аккумулятор на 440 мАч, 420 мАч, который в режиме лютого эконома в идеале будет жить 2 недели, а вообще обещают 22 дня, что прям по моим меркам уж совсем перебор. Еще раз всем привет, точнее всем привет. Беспроводной зарядки у них нет, только магнитная платформа. В NFC в наличии Google Pay только обещает, я в это не верю. Я думаю, что завезут тогда, как в Mi Band 5 будет. Вот, когда Mi Band 5 появится, тогда они и придумают. То не факт. Дальше. Нет динамика в них, но есть микрофон. Микрофон можно использовать для управления. Что я хотел бы добавить? Смысла в нем особого я не вижу, пока он понимает только китайский. И, скорее всего, будет понимать, может быть, даже с глобалкой только китайский. Мне так кажется. А там посмотрим. Это такая штука. Симку туда не запихать. То есть eSIM, в отличие от первых Mi Watch, нету. Что еще? Нет динамика, уже сказал. Программы на него установить никак. Никак на него не установить ни программы, ни закинуть туда счастливую и прекрасную нашу музыку. Bluetooth есть, но по нему наушники не подключить. Bluetooth только для соединения с телефоном. Дальше, что еще есть? Функции Always on Display пока не завезли. Уверен, что завезут довольно быстро, как на GTR-ках или GTS-ках. Но на данный момент Always on Display нету. Можно устанавливать свою фотку на экран часов, а со сторонних прок watchface пока не устанавливаются. Может быть, это как-то через китайские сайты еще и можно сделать, но я во всяком случае пока не нашел. В наличии Mi Watch, еще раз напоминаю, eSIM нет, и цена по ссылке в описании где-то 139-129 долларов. Вот таких вот красавцев. Но напоминаю, что здесь получается урезанная версия наших квадратных часиков. Это Huawei, это Amazfit. Вот. И если учитывать, что эта штука стоит 11, это 8, в принципе, то на то и прошло. Экран чуть-чуть утоплен, как вы видите. Экран пока за сутки не поцарапался. Спать в них дико неудобно. Ремешок очень плохой. Стоковый. Может быть красивый, быстросъемный, но плохой прямо ужасно. Что еще можно добавить? Довольно тонкие все-таки, вопреки всему, несмотря ни на что, но это исключительно из-за функций. С остальными часами от Xiaomi я сейчас их достану, я расскажу, в чем в принципе отличие, так же как от квадратненьких наших любимых. Вот, Bluetooth версия 5.0 уже сказал, и все, по большому счету. Программка та же самая, что у Mi Watch была. Сейчас я покажу, в принципе, что у нас есть. Напоминаю, что стрим в основном на качество, поэтому подлагивает чуть-чуть больше, чем должно. Но и, в принципе, часики не работают так же, как первые квадратненькие Mi Watch. Может быть, еще прошивка появится, и они будут чуть-чуть резвее. Вот. Что еще добавить? Считают они, конечно же, сон. Конечно же, они активность считают, советуют вам пройтись, считают пульс. При том, что, как вы видите, как я понял, сейчас я снял их, и они пульс не считают, что довольно неплохо. Давайте проверим ради интереса. Вот, две физические кнопки управления. В принципе, одна из них, как всегда, программируется. Ничего нового. Ничего нового в этом нет. Что еще добавить?
Да и в принципе это все. То есть на данный момент их стоит покупать только лютым фанатам. Я уверен, что если MSFIT, GTS и GTR завезли благополучно во всякие связные билайны, вот эти штуки тоже при любом раскладе завезут. Вот. Но цена 8000 для меня является для такой штуки, особенно учитывая, что я в числе первых его купил, более чем адекватной. Обычно я переплачиваю просто лютое количество денег перекупом. А сейчас было все более чем лояльно. Вот, из watchface'ов, которые я конкретно установил, сейчас я покажу какие. Может быть, даже будет видно, но тут уж как телефончику сработает. Не хочет он экран видеть, зато палец видит. Так. Сейчас. Самое, конечно, веселое это вот это. Милашное. Выглядит очень круто, очень дорого. Всем привет. Стрим, можно сказать, начался. Сейчас посмотрим, сколько они весят. Ради интереса. Весят они, кстати, прилично. То есть я не скажу, что они супер легкие, как те же бипы. Но это неудивительно, если они заявляют 22 дня. 60 грамм. 60 грамм вместе с ремешком. Вот. По отклику. Клавиши моментально работают. Вот у нас по активности что. Давайте постепенно. Первое. Конечно же, есть GPS. Конечно, он напоминает о том, что он сейчас будет их искать. Это очень печально, потому что он нам пока не нужен. Потому что мы в помещении. Дальше у нас есть беговая дорожка. Дальше у нас есть велик. Давайте я сейчас все расскажу, а потом уже будут все вопросы. Дальше эллипсоид, как я понимаю. Или это велотренажер? Скорее всего, велотренажер. Это какой-то хаос, я переведу потом. Сейчас не будем заморачиваться. Бег по горам, пешие прогулки и просто прогулки. Ага. Ага, магия-то в том, что я забыл. Плавание тут тоже не пахнет на данном этапе жизненного развития. И это совсем печально. Черт с ним на плавание в открытой воде. А то, что обычного плавания нет, это я даже не заметил. Но это потому, что я сегодня делал еще и обзор на жакет умный. Понятно, что его супруга юзает давно, но обзор я делал сегодня. Из стоковых программ новых ничего не будет. Конечно же, настройка. Пойдем сзади наперед. Здесь мы выбираем Watch Face. Здесь мы выбираем яркость, автояркость, допустим, которая мне не нравится, потому что она ужасна. Сразу вы ничего... хотя, может быть, и видите. Пойдет автояркость, так автояркость. Дальше глобалка будет, не будет работать NFC. Может быть, а может быть нет. Я не знаю. Я на данном этапе жизненного развития Xiaomi в плане вот NFC не верю вообще никак. Поэтому, наверное, я с вами соглашусь. Что у нас здесь? Оповещение. Здесь у нас общее состояние, которое примерно там сколько шагов, это т.д. и т.п. В принципе, как в любом фитнес-браслете. Конечно же, пульс. Можно даже в режиме реального времени он измеряет его и показывает, насколько все плохо или насколько все хорошо. Сон. То же самое измеряет, оценивает, бла-бла-бла. Потому что на данный момент пока просто Mi Band. Дальше. Вот это вот интересная штука состояния. Я сейчас болею, поэтому в прямом смысле. То есть у меня 38 с копейками. И на данном этапе жизненного развития он мне показывал, что я среднего состояния, хотя мне совсем плохо. Это у нас поддержка, соответственно, типа Алисы. Как Ми чего-то там. Требует... Вот как раз через нее, когда мы будем голосовые команды через микрофон посылать будет она. Что еще? Кошелек, акции, облигации, часы. Часы, очень интересно, будильник разнесен с таймером и с обратным отсчетом. Вот сейчас мы попробуем, кстати, стандартный вопрос, реально ли запустить тот же таймер. Должно быть реально. Опа, не выключать, нет. А может быть вот так? Мне кажется, что не получится. Не получилось. Можно вот так свернуть, нет? Нет, только отсечки. В общем, на данный момент я не знаю, как сделать так, чтобы у вас таймер можно было свернуть. Погода, поиск телефона, фонарик. Лютый фонарик давай. Не хочет он включать, но, в общем, фонарик лютый. Вот он. И все. Блокировка, разблокировка. Показывает, что Bluetooth в работе. Опилки. И настройки. Соответственно, FAQ там еще есть. В настройках, в принципе, кроме оповещения о том, что нужно вставать, пульса, статистики вашей, напоминания о том, что нужно подвигаться, ничего нет. Обычно перезагрузка, ресет полный и выключение. Обычно мы через информацию пытались войти в режим разработчика и
И он в идеале должен был входить, и можно было бы поменять на английский язык. Но на данном этапе жизненного развития как-то это дело у меня не проходит. Я пока еще, скорее всего, не доразобрался. То есть я подозреваю, что надо... Вот, спрашивайте, какие вопросы есть. И я думаю, что мы с вами сможем быстро достаточно определить, ну, как мы уже и так можно определить, что часы хорошие, но не сейчас, не сегодня, не сейчас. За 8 тысяч рублей, я думаю, даже за 7 я бы с удовольствием их купил в России с глобалочкой, а если еще и с NFC, ну, было бы вообще супер шикарно. Хотя мне кажется, что вы правы, и вряд ли эта штуковина появится, им хватает и так 2 миллиардов покупателей. Телефон тоже время есть. Да. Не пожалел, что купил? Ну, как я могу пожалеть? Я-то покупаю в первую очередь для обзора. Я сейчас, в принципе, подождите. Для тех, кто новенький, не забываем прожать лайк, подписаться на канал, посмотреть. У меня все обзоры очень короткие, очень мутные и долгие стримы только. И вот мои часы, чтобы вы не думали, что я тут балаболю. Все, что я покупаю, я себе оставляю. В 99% случаев это даже не все. То есть у меня, наверное, часов штук 30, наверное, есть. Нормальных таких. В районе 7, ну и дороже. Вот. И на базе этого я скажу, что продукт хороший. Ничего плохого в нем нет. Это из разряда GTS, GTR, когда выходили. Кто-то говорил, что GTR лучше, кто-то GTS. Они фактически идентичны. А здесь Mi Watch, получается, обрезали чуть-чуть, чтобы сделать не 12 тысяч, а 8-9. И запустили в продажу. Вот кратко резюме. Когда будет BPS, мне не важно. Когда будет, тогда я его куплю. GTS лучше сейчас? Да, конечно, там есть русский язык, ТЧК. Не большеваты ли они? Мне кажется, они прям маленькие. Ну, смотрите, вот у меня 17 сантиметров запястья. Да, подростково-депрессивная. Вот, пожалуйста, экранчики, толщина. И я сейчас надену благополучно. Нет, там нет галереи, все очень печально, ничего ты не скинешь туда. Еще раз, наверное, 1000 раз буду повторять одно и то же, но что делать? Что делать? Для этого и нужен канал, для этого и нужен стрим. Смотрю на руке Huawei GT, который недавно поругал. Где логика? Очень простая, потому что это прямой конкурент, не Xiaomi-шные же конкуренты, Amazfit, а Xiaomi часиком, правильно? Вот, получается, что поворот руки работает отлично. То есть вы реально должны понимать, Госдеп США, что когда я ругаю какой-то товар, я ругаю его на старте продаж. Первое. Второе, ругаю очень сильно за рекламу. То есть на данном этапе, кто умудрился за 10 тысяч купить Huawei, это просто великолепно. А на стримы я включаю, надеваю эти часики для того, чтобы меня, образно говоря, троллили. И бомбило людей, которые не любят мой канал и ставят дизы. Не забываем прожать лайк, все-таки часики новые, тема интересная. И, может быть, я повторюсь чуть-чуть в воскресенье по поводу них. Сделаю расширенный стрим, если этот зайдет. А на данном этапе пока так. GTR-очку сейчас достану. У кого лагает, у кого нет, напишите, пожалуйста, потому что у меня такое смутное ощущение, что что-то не очень хорошо, что-то плохо в датском королевстве. Вот они, GTR-ки. GTR-очки вот. Мы сравниваем с GTR-ками, и, конечно, GTR толще, массивнее, и экран почти... Ну, я говорю, я же не сравнение делаю сейчас. Я фактически вам первичные свои ощущения рассказываю. По большому счету рассказывать то же самое можно, что и Xiaomi Watch. Сейчас я их покажу. Вот они. Вот это сделали клон подешевле. То есть понятно, что они по габаритам уже, эти толще. Понятно, что по функционалу здесь у нас можно будет устанавливать все, что только хочешь. Здесь нет. Но вот так. Можно пока положить сюда, и GTR-ки для вас тоже вот сюда положу вместе с Huawei. Будет у меня маленький хаос, потом соберусь. Дальше, с помощью телефона Google Lens не пробовал перевод снять меню? Конечно, так и там все то же самое, Вячеслав, смысл? Вы можете посмотреть любой обзор на любой из этих девайсов на канале, и по большому счету, да не по большому, вот в этих часах конкретно точно такое же меню, только на английском языке, чуть-чуть расширенное, и здесь и так понятно. Конечно, для обзора, когда я буду делать обзор, я вам сделаю перевод либо на английском языке, либо с китайского на русский. Какие часы Xiaomi из круглых самые маленькие? Вот эти, наверное, теперь, потому что GTR я уже не... Так, стоп, GTS, GTR, я все время путаю. Амнезия плюс болезни. Короче, А1901, они
больше, эти меньше. И здесь есть уже все. Здесь есть Always On Display, здесь есть полный, ну, проще говоря, полный фарш. Плюс вы выходите на улицу, идете до ближайшего магазина, где там в Билайне продается, еще где-нибудь, и покупаете. Синхронизация со Стравой есть у этих часов. Нету там ничего на данном этапе жизненного развития и пока не предвидится. Вот. Единственная синхронизация идет с этой китайской программкой желтенькой. У кого были китайские часы, те знают. Никаких Amazfit Watch, никаких Xiaomi. Все максимально печально и тривиально. Дальше. Польза немного не в тему. Так, ну, комп-то собрал, да, Феникс, и он у меня сегодня жестко лагал, поэтому стрим мне пришлось на час сместить, хотя вроде бы. 2 дня, скорее всего, обзоров не будет, я на 2 суток уйду на работу. Может быть, вернусь в субботу и, надеюсь, в воскресенье будет что-нибудь интересное. А интересных девайсов хватает, добавляйтесь в инсту, там все будет видно. Спрашивайте по поводу часов, и я постараюсь ответить то, что я знаю. Еще раз, миссия обзора не для того, чтобы мини-стрима обзора, для того, чтобы вы поняли, что это такой же стандартный сырой продукт, как и все, что делает Xiaomi. Пройдет пару месяцев, как в GTR-сках, как и в GTS-ках здесь появится прошивка глобальная. Хотя, опять же, прошло пару месяцев, а на Mi Watch она не появилась. Привет еще раз всем, это стрим, это Польза.нет. Кто здесь подписан, не забывайте прожать лайк, так же, как кто не подписан. Не забывайте при этом заново прожать колокольчик, потому что большинству из вас не приходит, скорее всего, оповещения на мои обзоры, а я их делаю почти каждый день, последние полгода. Вот. Все мелочевка, все до 5 минут, и я думаю, вам будет интересно. Инфа о глобалке пока нет ее, так же, как на эту обещают в феврале, я думаю, здесь нужно делать припуск, наверное, до марта. Может быть, они сразу выгрузят на все. Hi everybody, Tex Mouse, приветики. Синхронизацию уже ответил, пульс меряют адекватно, а то у меня GTS не могу понять, что с ними не так. С любыми часами, которые у вас на запястье, будет всегда что-то не так. И это не для того, чтобы сказать, о, да пошли вы все. А это для того, чтобы попытаться вам объяснить, что когда у вас рука потеет, на вот этот вот счастливый датчик попадает влага. И довольно странно, но у стратосов по какой-то причине, мне кажется, потому что они очень сильно вдавливаются, у стратосов этой проблемы нет. То есть они показывают точно так же, как у меня поларовский датчик Polar H10. А вот у всего остального GTR, GTS все при нагрузках показывают белиберду, особенно при выше, чем 160 ударах пульса. Тем более, если вы в зале сразу начинаете просто обтекать, с вас течет пот, и логично, что датчик нормально показывать ничего не будет, нужно брать нагрудник. И огромный минус, нагрудник этой штуки не подключить нельзя. Так же, как и сюда, и вот сюда, может быть, будет возможность подключить, так же, по-моему, как сюда. То есть это один сплошной огромный минус, и для этого вам необходимо только одни часики. Stratos 1, Stratos 2 или Stratos 3 прям получается как мини опять экскурс в историю часов. Вот так Stratos выглядят. Есть еще вторые и третьи. Доставать я их не буду, потому что я замучаюсь все обратно класть. И то любой стрим это стресс для всех. И для вас, и для меня. Почему? Потому что вы уходите, вы приходите, а я остаюсь и отвечаю на одни и те же вопросы. Так, не забываем прожать лайк, кстати, друзья. И не забываем подписаться на канал, кто не подписан. А те, кто подписан, еще раз повторяю, не забывайте еще раз нажать на колокольчик. Периодически буду это вспоминать, потому что 20 минут прошло и ничего страшного. Amazfit Pace это первые стратосы. Если будете спамить, то мне придется вас заблокировать тайм. А в каких часах Xiaomi или Huawei или Samsung есть NFC до 10 тысяч? Них никаких. Может кто-то подскажет. Может каких-нибудь там Watch, не Galaxy, а как их в Amazfit, понятия не имею. Александр, привет. Всем здорово. Здорово, Александр. Очень приятно с вами увидеться, когда мы в среду. У меня впереди безумная неделя по окончании, безумные выходные. Если не свалюсь с ракетом, а сейчас у меня 38 температура, будет все круто. И еще очень много интересных штуковин пришло. Еще раз в инсту добавляйтесь. Рекламы нет ни в инстаграме, ни в телеге, ни на канале. Вы это сами видите, поэтому обзоры маленькие. Есть ли смысл покупать Amazfit Pace? Конечно, если вы сможете на Алишке за 3,5 их купить, подключите туда нагрудный датчик, вот вам и спортивный, суперспортивный аксессуар. И ничего больше не надо, только плавать нельзя. Продал сегодня Huawei GT2. Сам с Gearwatch больше понравились, можно взять за 6,8. Роман, ну вот вопрос, кстати, ответ на вопрос человека, который спросил, почему ты хейтил часы, с которыми ты ходишь. Я их надеваю на стрим, если вам легче. То есть сейчас я хожу с этим делом, а на стрим я чаще всего одеваю или ставлю то, что, по моему мнению, стоит сравнивать с обозреваемым девайсом. Они уже очень похожи.
Но, по моему мнению, вот это дело лучше и симпатичнее. Huawei Watch 2 есть NFC с GPay из коробки, но дорого, и 2 дня батареи, чуть не купил их. 2 дня батареи это очень печальная штука, не годится хворать. Никита, не могу себе позволить хворать, поэтому это я так подныл для подписчиков, а те, кто не подписчики, обычно я не ною. Это первый раз за 3 года канала я ною. Просто кому-то покажется, что голос мрачного алкаша и наркомана, может быть, было, но не сейчас. Сейчас я просто приболел. Польза, привет. Когда ждать обзор на Call of Watch? По большому счету, вот начало этого стрима и есть на 95% этот обзор. Я добавлю 5 вещей от себя, сделаю резюме, и по большому счету вот то, что я в начале стрима говорил, а стрим я, как всегда, сохраню, это все, что вам надо знать. На данный момент вам не надо знать о них вообще ничего. Почему? Потому что их бессмысленно покупать. Это китайская версия, на английский я не смог их перевести. Может быть, переведу, но даже на английском нагрудник сюда не повесить, музыку не залепить, симку не повесить. Вот поэтому эти часики я облизывал с какой-то точки зрения, хотя они абсолютно также бесполезны на данном этапе жизненного развития, но перспективы у них сумасшедшие. Здесь перспектива из разряда я купил красивую вещь а-ля Mi Band 4, но у меня больше денег и ТЧК. Вот. Польза, привет. Когда оцени их в рублях. Твое личное мнение 8 тысяч. 8-9. Я бы купил... Ну, аналогов нет. 8 тысяч это круто. То есть крутые часы за 8 штук. Красивые. Может быть, есть аналоги. Вы можете меня проправить у тех же Самсов, у того же Honor, но вот так. Hi, amigos. Алекс, привет. Игорь, здорово. Цену еще раз $129-139 вместе с доставкой. То есть никакие проблемы при доставке нет. Никаких проблем. Плюс мне, по-моему, вообще написали $29. Нет, эти часы мне вообще товарищ прислал, кстати. Товарищ из Китая, который очень часто подгоняет мне какие-то фишки из разряда там лампы. О лампе хочу рассказать. Дома светит лампа, очень крутая. Я одной лампе рассказал, это узкому количеству людей. Интересно, но чаще всего в 9 из 10 случаев вы смотрите то, что я использую. Я сам тестирую, сам пишу текст, сам потом нарезаю видео, и поэтому может быть слегка колхозно, зато быстро, и вы все сразу знаете. Для супер вопросов, вот допустим, как сейчас, есть стримы. Здравствуйте, привет, Саша, что лучше купить из Xiaomi? Нужны все функции, как в Band 4, чтобы покрупнее были буковки. Вот, Call of Watch, подождите глобалку, либо Stratos, GTR или GTS. Когда обзор на наушники Sony WSP700N? Нурб, знаете, почему на них нет обзоров или на них мало обзоров? Потому что они стоят очень много. И, допустим, что я не сказал по поводу прошлых наушников странных, которые мне все писали. M-Polo это за 1000 рублей, т.д. и т.п. Я очень хочу часто напоминать, Syllable S101 есть наушники и Blitzwolf FE7. Выглядят одинаково, одна штука с другой рядом вообще не валялась. То есть Blitzwolf днище, Syllable супер. Вот то же самое с M-Polo и подобными наушниками. У них может быть одинаковая форма, но то, что тестировал я последнее, по отзывам на американских ресурсах, они играют не хуже, чем Sony. Зачем мне покупать Сонки за 14 штук, если я могу купить, не знаю, Libertech, много чего я могу купить. Может быть, куплю, но целесообразность для меня нулевая конкретно. То есть я изначально считаю, что 14 кусков это дорого. Вот. Не стоят они того. Привет, с нетерпением жду T-Rex. А я как жду. Главное, что они уже в пути. Не 100 баксов, 129, 139, там, смотря какой кэшбэк и какие скидки. Очиститель звуковой, что думаешь, полезная штука? Не знаю. Привет, с нетерпением жду так. Дальше, покупать ли Apple Watch, если у тебя Android? Однозначно нет, потому что лучше купить тогда и яблочный телефон, и яблочные часики. Сделай обзор ушей TVS G02. Фокус очень такое странное название для взрослых дядек и тетек, звучит максимально некорректно. Банальный вопрос, какие часы посоветуешь? Есть топ-5 часов на канале умных, посмотрите. Здесь фактически все лежит, что для гиков. Можете вот эти Huawei GT2, которые я очень сильно хейтил, купить, если вы купите их до 10 тысяч. А на раке Huawei рулит. Не страшно заказывать с Китая, когда там бушует вирус. Павел, если посчитать, сколько людей заказывает с Китая, вероятность того, что я откинусь, точно такая же, как и вы. Мне так кажется. Привет, что лучше взять? Fossil Gen 4 Sport за 100 баксов или TicWatch Pro, либо Xiaomi Mi Watch Color? Не знаю, вам решать. Fossil мне вообще не нравится. Я поэтому их не покупаю, о них не делаю обзора. Но опять же, это мое мнение, потому что, говорю, мне на это 8 или 9 или на T-Rex не жалко. Потому что вот сколько я не юзал вещей,
Большинство вещей топ у Xiaomi и у Amazfit. Есть свои минусы, есть свои плюсы. И вот у Huawei это просто кишмиш. Кишмиш из разряда напихали всего чего бездумно и все. Дальше. А новые Xiaomi, которые квадратные, лежат на столе. Новые Xiaomi, на них есть и обзоры, стрим. Посмотрите. Разница в том, что сюда eSIM можно программировать. В Москве, по-моему, это Теле2. В Беларуси тоже что-то народ программировал уже. То есть с них можно звонить. У них есть и микрофон, и динамик. Плюс колесико, конечно, работает. В общем, топовый девайс в своей нише а-ля Apple Watch, но нужно чуть-чуть подождать, и я абсолютно бесконечно ни с кем не согласен из разряда того, что за 14-15 тысяч, там 13, по-моему, они стоят, или 12, или 13 сейчас, не стоит покупать. Глобалку ждите и покупайте, не задумываясь, если у вас андроиды, вы скинете их без проблем. Почему? Потому что часы, это если сравнивать, допустим, с теми же Лемфа, которые я покупал, ну вот это днище. Вот эти за те же деньги просто супер. Вот. Кратко. По юзабельности, по функциям. Не забываем прожать лайк за тему, не забываем прожать лайк за часики и за то, что я отвечаю на ваши вопросы. Дальше. Фосил глючная, да. Не доехали новые кроссы Xiaomi, а доехали, но их почему-то супруга вчера не забрала. Я не биолог, но вирусы подобные вроде бы в организмах живут. Может быть, на руке Huawei все-таки понравились. Еще раз. Госдеп США. Вы вот таким троллингом просто доведете до того, что я не буду откровенно плохие вещи, по моему мнению, надевать на стримах. Так-то часики ничего выглядят. Я как раз и пытаюсь объяснить, что выглядит ничего, а внутри... Но за 10 тысяч норм. Только не за 15. Будут на обзоре T-Rex. Купил, жду доставки. Привет, что купить? FIA 5 или Havel GT2? Я про пятые читал много брака, и я их точно бы не купил. GT2 я бы взял. Блин, забыл спросить, а NFC-то работает в каких часах? Дмитрий, из тех, что вы видите здесь, нет, никаких. Что купить до 2000 рублей? По-моему, вот, не, в этих тоже, по-моему, не работают. У меня есть обзор, посмотрите, я не помню, чтобы у меня хоть в чем-то работало NFC. Вот такая вот печаль. Нет, может поправит меня кто-то. Не везет мне на часы с NFC. NFC есть, но оно не работает с GPM, если вы про это хотите спросить. Дальше, что купить до 2000? Ничего, Роман, купите себе Mi Band 4. Для начала BIP мне надо, посылки не идут с Китая, там карантин. Игорь, все нормально идет, я постоянно забираю. Та-да! Не подскажешь, когда Stratos Elite Edition будет в продаже? Андрей, учитывая, как Stratos 3, вот эти вот, раскупали первые 4 месяца, у меня у товарища в Китае были деньги, а он их не мог купить, я не совру, месяц, наверное. Вот. Просто кто-то с Китая покупает. Да, слышал о Realme Buds Air? Заказал, купил, слышал, устал. Я, в общем, решил, все, я теперь все буду покупать. Все. И поэтому вопросы по поводу того, что, знаете, мне пишут, народ, делаю обзор, зачем ты его сделал? А внизу в комментах есть люди, я просил. Вот смотрите другие комментарии через часик где-то, и вы увидите, что про любой, по вашему мнению, хламантин даже кто-то меня просил, и ни один человек сделать. А если эти люди активны, мне плевать, ролик наберет 5000 просмотров или 50. Вот. Самое главное, что mission accomplished, то есть есть польза. Польза есть. Нет, может быть, когда-нибудь и сеть будет, правильно? Дальше. Сколько держит батарея на Xiaomi квадратные? Посмотрите обзор, в этом и магия, поэтому я и делаю обзоры быстрые и оперативные. Святослав, какие беспроводные наушники с хорошим микрофоном лучше взять? Есть топ-5 наушников на канале с хорошим микрофоном. Не забываем прожать лайк, все-таки тема интересная, я думаю, для многих, а я рассказываю, по-моему, честно, быстро и просто. За труды, вот, и за покупку этой штуки, которая, как вы прекрасно увидите, мне, в принципе, не нужна. Но также осядет в этой папочке, и я буду ее когда-то показывать в сравнении с новыми часиками. Довольно быстро заляпывается, кстати, экран, но не царапается. Я в них спал, спать безумно неудобно, но, говорю, из-за ремешка. Что по курткам? Юмиксон, сегодня вы видели жилет. Что по курткам? Смарт-жилет от Xiaomi. Посмотрите, кто не смотрел. Еще раз напоминаю, что кто не подписан, можете подписаться, можете стать спонсором, можете прожать колокольчик. Обзоры почти каждый день. Посмотрел Bluetooth разветвители USB. Да, Павел, у меня они есть, у меня нет... А что на них смотреть? Покупайте и все. Не смотри на цену, стоит ли покупать Meizu Pop или Sony W и по части звука. Sony Pop и Pop 2 тихие. Привет, вчера написал коммент Skagen Falster 2. Что думаешь? Платон, я не знаю, что это такое, но и как бы притормозите, я не собираюсь покупать ноунейм часы по десятке, потому что мне очень сильно хватило счастливых этих Лемфа.
Я 2 пары часов валяются. У меня Мобави в Питере тоже валяются. Короче, ничего из того, что я хейтю, из часов я продать не смог. Но вот эти я не пытался, правда, продать. А нет, тоже пытался, не продал за 9. Привет, что скажешь про беспроводные наушники Мифа X3? Не знаю, не тестил. Дальше. Александр, я понимаю, что все с обширным обзором на Stratos 3 все грустно. А что вы хотите узнать, Викинг 2? Вот, да, расширенный обзор, окей. Что я могу сказать? Что они лучше стали или хуже? По большому счету добавить нечего. Отслеживать, каким образом они присылают сообщения, но сообщения присылают и на Mi Band 4. То есть это, в моем понимании, это особая форма мазохизма и попытка хайпануть 3 раза на один и тот же девайс. Конечно же, я это делал, когда я был маленьким каналом, но сейчас зачем, если вроде бы все в стриме и в роликах рассказал. Что-нибудь заказывал на этой неделе? Да, я заказываю принципиально, Саша, каждый день, иногда по 2 раза в день. И очень много вещей, которые мне приходят, я не обозреваю, потому что они слишком плохие. Какой Mi Box TV приставку взять сейчас? Не знаю. Это не ноунейм, окей. Если я не знаю, Платон, для меня это ноунейм, для вас это может быть просто топовым брендом. Что скажешь про LS01? Ничего, не знаю даже, что это такое. Часы Xiaomi Mi Watch Color плохие, так же, как и Mi Band, ну имя и фамилия. Тогда вам точно не сюда, потому что здесь все-таки основная масса фанатов Xiaomi-тов. Skagin — это известная компания, которая... О, спасибо большое, Марат, на таблеточке. Первый донатер. Сколько прошло? 30 минут. Все, Mission accomplished. Стрим был проведен не зря. Это не сарказм. Спасибо. Дальше. Дружище, подскажи часы для бега без всяких понтов. Только для спорта. Любые полары. До 30. Полары берите и пульсомер Polar H10. И все. Лучший комплект. Можно там MB440. Посмотрите какие-нибудь. Что вы думаете о Samsung Active 2, именно 40 мм для мужчин? Газдеп, что вы думаете о Samsung, если вы знаете мой канал, я о Samsung хорошего ничего не думаю. По примеру вашего обзора на Stratos 2, Watchface, приложения, иконки приложений и так далее. Ничего не поменялось. Как вам? Шах и мат? Привет, GTS нравится? Мне приехали неделю. Так, пока нравятся красивые и легкие. Конечно, и GTR-ки тоже, они вообще норм. Норм, но по сравнению с... кстати, вот, допустим, магия. Давайте проверим по поводу часики тяжелые, часики легкие. Допустим, GTR-ка. Я уже просто не помню. Я думаю, это разумно, что я не все помню, тем более характеристики из разряда веса. Здесь у нас 60. Кстати, таких же 60 грамм. 64. Здесь у нас 60 было. Давайте Mi Watch, по-моему, тоже в районе. Ну, Стратосы побольше должны быть. 67. Mi Watch пока лидирует. 64, 60, 67, 64. 60 и Stratos 3. О, шах и мат. Они лидеры. 59 вместе с ремешком. Как хорошо, да, я спрятал экран от вас. Простите. Скузи. Все бывает, так сказать. На 125 тысяч подписчиков обещал показать серебряную кнопку. Нет, я на 130 сказал, что я ее закажу. Чтобы ее... Я не заказывал. Эго, тщеславие. Мне не знаю, у меня другое тщеславие. Мужики, дамы. Мы тусим, мы общаемся, и вы не представляете, мне реально доставляет вот это дело удовольствие. Понятно, что я мог сейчас пилить обзор, но вот так интересней. А эти часы показывают галерею телефона? Еще раз нет. Привет, стоит ли покупать для себя на длительное пользование? Пока привет дочери Устине и Алене. Стас, у меня нет дочери, тем более нет Алены и Устины. Скузи, вы меня перепутали. У меня сын. При том, что если бы вы были подписчиком в Инстаграме и ВКонтакте, вы бы знали. Так, давайте поближе подтяну. Что у тебя? Привет, у тебя был Mi Band? Да, у меня на Mi Band 4 несколько сотен тысяч просмотров на канале. Посмотрите. Там есть его полная настройка, кстати. Вот это полезная штука для тех, у кого есть Mi Band 4. Кому лень самим ползать. Что скажешь про AirPods подделку? Абрикосы, у меня их штук 7 на канале. Посмотрите, вот что я скажу. Подделки брать не стоит. У меня сейчас AirPods Pro, кстати, на тестах. Неплохо, не хорошо, я бы не брал. Но будет оригинал, вот мне его должны завтра привезти. Я его выкуплю и благополучно смогу вам показывать. Потому что смысл мне балаболить. Правильно? Дальше, какой-нибудь регистратор заказал? Нет. Заказал, его не прислали, и как бы я уже забыл. Не забыл, а много очень всего. И в принципе это не особо как тема канала. Закажу и обязательно, и не один. Дальше.
Площадь полезного экрана у Pace меньше, чем у Stratos 2.3. Конечно, да. Как Pamus Lite в ушах сидят при беге? Не вываливаются? Матвей, я не буду отвечать на Pamus Lite, потому что они дно. Можете посмотреть под видео, есть комментарии как людей-фанатов, которым не жалко столько денег, так и людей-хейтеров, которые нечестно пишут. То есть, в общем, проще говоря, это вам не фан-клай. Фан-клай вы заплатили 3000 или 2500, и черт с ним, потеряли вы их или нет. Очень хорошо звучат, не вываливаются они. Опять же, только с iOS-системами, с Android это днище. Вот. Вот так, если про Pamu кратко. Дальше. Есть ли разница использования AirPods и с Android? Да, но небольшая, если вы установите программки. Как смотришь? В основном нет. Как смотришь на Mi Pad Plus? Вообще все планшеты, я считаю, должны быть яблочными, либо хуавеевскими, топовыми. У тебя будет обзор на Amazfit Bip S? Конечно, да. Mi Box TV закажи. Миша, у меня он есть, у меня нет телевизора. У меня есть экран, Xiaomi на 34 дюйма, посмотрите обзор. Я не знаю, почему его Tube чуть ли не заблокировал, то есть там набрал он быстро пятнашку и все. Только пришел, как часы в целом. Антон, китайская прошивка на данный момент, даже английского нет. И плохой ремешок, хорошая цена, красивый экран, нет возможности закачать песни, нет возможности проигрывать их, соответственно, через Bluetooth модуль, который здесь есть в версии 5.0, но только для соединения с телефоном. Нет памяти, программы нельзя установить. Ну, в общем, стандартная штучка, красивая, типа Mi Band 4, но дороже. Стоит ли брать Xiaomi T-Rex? А как я тебе, Алекс, отвечу насчет T-Rex, если я их не юзал? Я, опять же, не из тех блогеров, которые будут... Я когда-нибудь, может, сломаюсь и скажу, да, бегите, берите T-Rex, хотя их не трогал вообще. То есть моя политика на данный момент, если ты рассказываешь о чем-то, что ты не держал в руках, ты балабол, либо бабло делаешь. Два варианта, притом люто. Я говорю, я просто знаю эту кухню, платят деньги за то, чтобы ты о чем-то рассказал и сказал, о, ждите. Нет, нет, это не тот канал. Та-да, я буду о какой-нибудь лабутене рассказывать, но только не так. Может быть, когда-нибудь, но я надеюсь, что это не произойдет. Может, какой-нибудь отдельный канал, давайте про новости, что там польза думает. Вот. Но он, мне кажется, будет крайне непозитивным, и вряд ли мне кто-то там будет платить деньги. Вот. Какие часы лучше взять в 2020 году? Дима, Apple Watch всегда последний вместе с телефоном. Планшет Huawei M6 будешь брать? Роман? Скорее всего, да. У меня у ребенка 9-го день рождения, надо купить ему новый планшет, он требует. Среди бюджетных ТВ SU6 сейчас стоит брать Halo GT2? Да. Можете топ-10 на канале посмотреть про наушники. И у меня их несколько. Самый последний, вот там я говорю свое мнение по поводу, какие уши сейчас лучше. Привет, стоит ли брать Samsung Gear 3 или Gear Sport на БУ рынке? Если да, то что? Константин, если вам заходят данные девайсы и вы уверены в том, что вы адекватно сможете их оценить, получив в руки, то есть у вас не будет там дохлая батарея, они не будут глючить, не сдохнут у вас через 15 минут после того, как вы отойдете от продавца, вперед, я бы не рискнул. Чем отличается Galaxy Buds от AirPods по звучанию, какие лучше? Платон, вы можете посмотреть обзор на Galaxy Buds на моем канале и понять, что я даже сравнивать их ни с чем не буду. После вашего обзора купил Mi Game Headset, хотел спросить, каковы они по сравнению с Meizu HD? Meizu HD круче. Круче, печально. Xiaomi-шные мне больше по материалам, по форме нравятся. По звучанию, конечно, рядом. Рядом не лежали, к сожалению. У меня есть еще, по-моему, нет, Mixsider E10, которая с Active Noise Cancelling. Вот даже они рядом не валялись с Meizu. Хотя Meizu я очень не люблю, их фирму, их представителей, их вообще отношение к потребителям. Я читаю комментарии, я читаю отзывы купивших. Ну, короче, у них очень плохой магазин, так же, как у Вайзеров, оригинальный, на Алишке. Опять же, мое мнение. Не забываем прожать лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик. Обзоры почти каждый день. Ну, во всяком случае, 3 раза в неделю стабильно, обычно вообще 5, если не 7. Имелось в виду, если смысл добавить и взять Актив 2. Не надо грубить. Госдеп США. Вообще никакого хамства на канале нет. Просто здесь хотите сидите, хотите нет. Вот. Такая форма общения у нас, потому что нас много, хотя мы в тельняшках. Делай больше обзоров на гибридные часы. Хайповая тема. Миша, вот как раз гибриды вообще никому не нужны. Можете посмотреть на канале, и я в этом смысле неплохой.
в плане релевантности. Всем привет, еле успел. Сэрчип, главное, что стрим останется, основная информация там в первые 7 минут. Сейчас уже больше ответа на вопросы, я думаю, через минут 20 мы закончим, потому что я умираю прям. Плохо мне, еще мне надо идти за продуктами, потому что вся семья болеет. Сейчас сижу в Meizu Pop 2, не норм. Meizu Pop Sierra 2 норм, но согласитесь, у них чуть-чуть звука не хватает для фанатов тяжелого металла. Я понимаю, что если вы не рубитесь под Рамштайн по беспределу, у вас со слухом все в порядке, они вам зайдут, но очень много негативных отзывов по громкости. Звучание просто мега топ. Особенно высокие. Я не знаю, как в затычках высокие частоты сделали, но в общем вот так, мое мнение. Как эти часы по сравнению с Amazfit Pace? Стоит ли менять? Нет, это абсолютно другой гаджет. Это как Mi Band 4. То есть вы сюда нагрудный датчик не подключите. Блин, как мне нравятся фигурки с Xiaomi. Стас, да, вот эта тема с фигурками Xiaomi у меня супруга ругает, потому что, говорит, ты великовозрастный дядька, чувак, не знаю, как по-другому сказать, и на стримах ставишь себе такие фигурки вместо правильных там зеленых цветочков, еще чего-нибудь там, счетчика, тьюба, еще какой-нибудь штуки. Ну, мне прет, вот мне нравятся такие штуковины. Надеюсь, вам иногда тоже. Если кого-то бесит, я убираю обычно, если кто-то напишет. Пока никого не бесит, все норм. Привет, стоит ли брать актив 1 за 9К Евротест по трейд-ину? Егор, стоит брать все, что вы можете. Вот по поводу активов, Samsung, Huawei, вы можете пойти в магазин, вот так их взять, такие, о, что за часы? Надеть на себя, потыкать в меню, посмотреть. Опа, лагают, не лагают, что там у них с экраном, убили их они на стенде или нет. Потому что блогеры вам будут рассказывать все, что угодно. Начиная от того, что... вот, кстати, не царапаются. Вот, начиная от того, что они прям супер. И вторая половина, вот как я, допустим, это... Huawei GT2 хлам. Я их покупал, потому что за 15 тысяч. Еще раз повторяю, за десятку они норм. Но я не знаю, где их купить за десятку, поэтому тут такая дилемма. Если бы мне бесплатно они достались, я бы сказал, вообще великолепные часы. Вот, надеюсь, на ваш вопрос ответил. Поэтому, если вы что-то хотите купить реально, вы приходите, трогаете, если хотите, покупайте. Почему? Потому что вам с этим ходить, вам с этим жить, как с компьютером или телефоном или ноутбуком. Какие умные часы посоветуешь до 80 баксов? Никакие. Amazfit Bip. Блогеры в основном хейтеры. Денис, потому что публика в основном хейт любит. Из разряда, мы такие за правду матку. Прямо какой у меня сленг противный, самому неприятно. Извините, если кого-то что-то напрягает, можете писать. Потому что выбирать фразы, по большому счету, это одна из моих обязанностей перед вами. Ты явно не коммерческий проект, нет рекламы, почти все покупаешь сам. Откуда находишь мотивацию этим заниматься, особенно когда обзоры нон-стоп, и у тебя есть еще основная работа? Евгений, это мой наркотик. Реально, я не знаю, как вам объяснить. Я сидел на чем? На многом. На плохом, на хорошем, на беге, допустим, там, на спорте, на работе. А сейчас я сижу плотно уже 3 года на тьюбе. Я думаю, у меня получается. Я как-то вышел в ту среду, в которой вот комфортно у меня. Спасибо, что смотрите. Вот. А коммерческим стать нужно было в 30 тысяч. Мне там писали. А я как-то, у меня времени не было, обзоры делал, поэтому сейчас уже поздно. Саня, какие часики лучше до 10к, по твоему мнению, Verge? Они на Алике 6 штук. У меня супруга с Virgin бегает. Та-да. Дальше, знаю, немного опоздал, но все же, Amazfit Verge есть Always on Display. В Verge, по-моему, да. Не помню уже, честно. Хотя это не о Verge, это вообще у нас об этих часиках Call of Watch, здесь пока нету. А в GTS-ках и GTR-ках есть. И в Stratos, конечно, есть. Стоит ли покупать iPhone, чтобы купить Apple Watch? Конечно, да. Смотрите, вот ощущаете, что у меня нет ни iPhone, ни Apple Watch, а я такой, да! Знаете почему? Потому что он и правда топа. Если у вас есть 1,5 идите и покупайте, и не парьтесь, и не смотрите обзоры. Ну, можете только чтобы посмеяться и подумать, что вот, а я об этом не парюсь. Посмотрел обзор на часы, на стрим пришел, с мужиками поболтал. Вот, с девушками. Саша, а тезис Бипы, T-Rex и BPS планируешь обзора? T-Rex купил, T-Tex, они идут уже. А BPS разве вышли уже? То есть их можно купить? Напиши, пожалуйста. Сколько стоит? 8 по ссылке в описании, там, по-моему, 129 или 139. Мне не кажется, что они супер дешевле будут. Они где-то в районе 8 будут. Плюс там кэшбэки ваши, бонусы какие-нибудь, карточки нового покупателя. Вот это все лабутень. Можно дешевле купить. Но сразу покупайте ремешок, потому что ремешок хлам. И понимаете, что это то же самое, что Mi Band 4, только в разы красивее. Вот. Обзор когда начнется? Он уже был, Дима, это стрим.
могу повторить все заново, но я думаю, тем, кто пришел, не особо это интересно. КСОГ, ДТТТ, если ты будешь по 3 смс писать одинаковые, то я тебя заблочу. Лучше Max 1 Pro, 11 Pro купить, мое мнение, не Max. Дальше. Базеус V09 или AirDots из ушей взять. Есть топ-10 на канале. Та-да! Немного не по теме, нет никаких более-менее уверенных слухов про Mi Band 5. Летом, весной и летом, я думаю летом. Серж, про начинку, ок. Про начинку все просто. Alipay, GPay нет, защита от влаги 5 атмосфер, но плавать в них пока режима плавания нет. 10 спортивных режимов, плюс там нет беговых лыж. Еще раз повторяю, тут буквально на минуту. Разрешение 454 на 454 точки. Интерфейс, как на Mi Watch, слегка подлагивает. Несколько тысяч watchface'ов. Что еще? Конечно, AMOLED HD, размер 47 мм в диаметре. Как вы поняли из фото, они круглой формы. Толщина в 10 мм, 6 цветов силиконового мешка, которые сразу нужно менять. И акцент на море негатива слегка будет позже, пока мы ознакомливаемся с этими часиками. Программа для связи с телефоном на Android настраивается за 30 минут, на iOS еще не пробовал. Вроде бы была, хотя некоторые ресурсы пишут, что нет. Аккумулятор на 420 мАh, жить должны 2 недели. Если верить Xiaomi, в режиме жесткой экономии 22 дня. Беспроводной зарядки нет, только магнитная платформа. NFC в наличии, Google Pay только обещают, но я не верю, как и вы. Программу на него не установить, музыку не залить, пока вообще никак. Функции Always on Display пока тоже нет. Нет динамика, есть микрофон, который на данный момент тоже бесполезен, потому что управлять китайским помощником вам не надо. Можно установить свою фотку на экран, но со сторонних прок watchface пока не устанавливаются, уверен, что будут, но их там море. В отличие от Mi Watch нет eSIM, вот Mi Watch у нас, нет здесь eSIM, нет eSIM. И они стоят в районе 120 баксов, 129, 139. Bluetooth версии 5.0, опять же, только для подключения телефона, нагрудный датчик к нему не подключить. Вот, все, шах и мат. Дочь пойдет в школу, какие взять для деток? Чтобы взять плюсы и минусы, расскажи, нужен обзор. Госдеп США, если ребенок пойдет в школу, вот мой ходил с Xiaomi-шными часами, сейчас без них просто с телефоном. Почему? Потому что в помещении они почти не ловят. У меня есть еще лемфовские часы, которые все расхваливали. Я обзор на них не сделал, потому что они тоже по моим меркам глючные. И надеяться на это дело, это, наверное, неправильно. Но опять же, это моя позиция. Я бы там нормально хайпанул, учитывая, что я делаю на часы более-менее приличные обзоры. Но я пока не понимаю, как рассказать о часах, которые в перспективе могут привести к каким-то плохим последствиям. Не стоит надеяться на часы, лучше телефон. Вот, мое мнение. Не встречал супер стабильных, можете почитать или посмотреть других блогеров. Я надеюсь, что они есть, я не думаю, что они есть. Так как нет взрослых супер, кроме Apple Watch, то и этих. Будет ли полноценный обзор на часы? Да. Сколько стоит? 129, 139, минус там всякие кэшбэки. Очень надеюсь на возможности измерения VSR. Это все будет, мне кажется, бредом. Какие вакуумные наушники посоветуешь от сотки до 200? Учитывая цены официалов. Мне не кажется, что стоит покупать такие дорогие вакуумные. Можете купить тогда соневские любые в этой сумме. Почему эхо много? Потому что я просто общаюсь через телефон. У меня микро навернулось, вообще все навернулось, но как-то обзоры пилю. Вот. Тирексами беговой и лыжный обзор будет? Да, Юрий, если я не скопычусь, то будет. Будет обязательно, шучу. QCY это 5 норм или есть что-то лучше? Я вообще совсем, даже я в кросс это тестю по бегу, а вы говорите часики. Ну вот с этими часами смысл, я посмотрю, как быстро там GP, ну пробегусь, да. Наверное, 20-ник, потому что я знаю, где круг у нас 5 километров, надо протестить. Puma, здорово. Дальше, QCY это 5 норм, лучше много чего, топ-10 на канале. Дальше. На Xiaomi Mi Watch Color Watch можно будет включить экран, чтобы он горел всегда. На данный момент нет, это функция Always on Display RIS, но может быть завезут. Не забываем прожать лайк и подписаться на канал. И еще не забываем колокольчик поставить. А еще можно спонсором канала стать. Видите, в первый раз за 48 минут я вспомнил, что можно стать спонсором канала. И вы будете по 2 часа наблюдать, как я абсолютно в имбецильном состоянии собираю ночью компьютер, притом очень печально и крайне драматично. Не знаю, как это особо... Ну, может быть, хейтерам поможет, чтобы нарезать и показать, что вот чувак идиот. Идиот, а делает обзоры.
Но я так не считаю. Главное признавать свои ошибки. Сейчас комп собрал, уже мозг есть. Снова. Сравнишь с T-Rex, смысла нет, абсолютно разные девайсы. Это из разряда того, что вот этот можно звонить, симка есть, микрофон есть. Эти супер-супер спортивные, есть функция плавания, кроме беговых лыж, в принципе, полный фарш. В T-Rex вроде будет. А здесь даже нагрудный датчик не подключить, о чем тут разговаривать. Все, о чем тут разговаривать. Дальше. Есть ли смысл брать Amazfit Bip? Ну, конечно, да. Если это ваши первые часы, почему нет? Я просто надеюсь хоть в чем-то найти нормальные измерения. HR пофиг, часы или браслет. Просто пока альтернативы нету и не будет. Дальше. Head rate. Так почему? Вы купите себе этот нагрудный датчик или Stratos, вторые или третьи, они адекватно измеряют. Вот по моему мнению, при беге. Я тестировал при беге, вот они при беге вообще норм. Вместе с идентичные нагрудному от Polar датчику. Polar H10 показывает те же данные, что и, собственно, Stratos. И вторые, и третьи. Дальше. Какие смарт-часы посоветуешь от сотки до 200? Платон, не мучайте меня. Есть топ-5 умных часов на канале. Вот эти я советую. HRV это уровень кислорода или что это? HR это head rate. Ну а как бы, чем вам, не знаю. То есть вы верите, что они реально могут это реализовать? Я не верю. Все равно это будет чуть-чуть примерно. И большинство даже не знают, что это такое. Вот мне сейчас гуглить пришлось. Дальше. Есть только WUP. Он реализовал. Окей. Наушники от Amazfit. Думаешь, годно будет? Я не думаю. Я когда куплю, придут, тогда расскажу. Не забываем прожать лайк. Но именно на большие часы до 40 мм. Окей. Там все есть. Посмотрите канал. Собираюсь купить QC White 5, видос смотрел, есть лучше до 25 или нет. Егор, еще раз, я не советую ничего. Есть у меня топы, не засоряйте эфир. Вот реально в топ-10 наушников, часов, браслетов вы можете увидеть мое мнение. Все подписчики знают. Если вы планируете быть подписчиком, посмотрите. Если нет, стрим в первую очередь для подписчиков. Магия в этом. Никакого хамства, но уважайте людей, которые меня смотрят. Я их уважаю. Можешь писать в заголовке стрима первым словом стрим. А то я пропускаю стримы, думаю, что это видеообзор вышел. Ну, я теперь стараюсь пораньше выкинуть, но у меня в описании обычно стрим написано. Ну, вы, в принципе, правы. Я попробую. Хорошо, Марат, спасибо большое. А так вам про часы неинтересно было. Смысл приходить на... Ну, просто поспрашивать. Логика есть. Спасибо за идею. По ремешкам к часам не думал снять видео. Атом, это больше уже супер-мега хайп. Почему? Потому что я советую что? Вы идете в официальный магазин, тот же Amazfit, и покупайте себе оригинальный ремешок ТЧК. Все эти лабутени, у меня и был стрим, кстати, на ремешки, но это все в пользу бедных, раз, а два, это припарка для трупа. То есть супер-мега ремешок ты можешь купить только оригинал. Вот. Либо у какой-то фирмы, которая делает что-то супер хорошее, но опять же я не в курсе, кто к Amazfit, кроме самих Amazfit, делает топовые ремешки. Закажи все-таки часы Hello LS01. Миша, не только вы меня победили, я их уже заказал. Стоит менять Mi Band 4 на Amazfit Bip? Puma, если ты спрашиваешь, значит нет. Александр, я кинул тебе заявку, друзья, в ВК. Примешь или нет? Конечно, приму, Саша. То есть миссия, почему у меня ВК закрыт? Потому что добавляйтесь, друзья. Я буду смотреть, не фейковая ли это страница из разряда того, что... Есть дядьки, которые мне потом мозг делают, и я в 99% случаев добавляю человека, отвечаю ему. Но опять же, если есть на канале ответ на вопрос, не пишите мне с этим же вопросом, тем более можно прийти на стрим и спросить. Посоветую, какие беговые кроссовки купить до 5 штук. Макс, я фанат Мизуна. Мизуна Wave Rider 19-20, посмотрите в канте, если у вас есть 7000, 5000, это круто. Но вот их, если нет, то на канале есть топ-5 кроссовок, и еще плюс добавили T-Rex по трейлу. 2 пары, тоже достойная обувь. Не назову их плохими, это точно. Пользовался зарядками с магнитным коннектором. Да, хламантин. Дело не в том, что они опасны ли они. Я не видел ни одного человека, кто в итоге благополучно очень долго ходил с данной зарядкой, потому что она ломается. Супер каких-то зарядок нет, а если вы купите супер зарядку, она вполне вероятно выломает у вас вход. Вот. Мое мнение. Мой опыт, мое мнение.
Видеообзор можно позже посмотреть, а стрим хочется в прямом эфире посмотреть, послушать. Окей, Марат, обязательно добавлю. Может быть, вы и правы, поэтому народ не приходит и думает, что это обзор. Хотя вроде в описании пишу. Я иногда буду ссылки на интересные товары кидать. Хорошо, Саша. Что взять? Только немного. GTS или Микала? Подождать и взять Микала. Та-да. Мне не больше. Ну, как-то, наверное, Huawei извратили мое сознание, когда стали за 10 тысяч. И, мне кажется, что эти поинтереснее. Поновее. Вот просто тупо поновее, во-первых. Во-вторых, это MSFit чистой воды, там, Xiaomi кусочно. А вот это прям Xiaomi. Вот, подскажи, пожалуйста, стоит ли брать Pace? Буквально вчера он на Алике по акции $69. А почему нет? Если вы бегаете, вам нужен нагрудный датчик и GPS. Не забываем жать лайк. Та-да! Я пользуюсь магнитным кабелем пару месяцев, очень доволен. Это очень круто, Александр. А человеку хаосу, вот, допустим, у меня постоянно какая-то штука. Вот сейчас я, допустим, закончу стрим, пойду искать свой телефон, который забыл у товарища в машине. Второй. Короче, для меня это беда. То есть я несколько магнитных кабелей сломал, и вот мое отношение такое. Как задолбали мне твои часы? О, Владимир, какой вы милый. Если вы хотите, чтобы вас блокировали, я вообще не вижу смысла приходить на стримы. Что лучше взять, Note Pro или Mi 9 Lite? Для тех, кто здесь первый раз, заблокированных пользователей на YouTube у меня, наверное, 1500 уже, а в телеге... И в телеге немного, наверное, человек 300. Добавляйтесь в телегу, там очень добрая команда, которая подскажет вам с какими-то вот такими специфичными вопросами. Дальше только по-русски могу читать. Пейсы будут смешно смотреться на человеке, который не занимается спортом. Миша, стратосы на людях, которые не занимаются спортом и имеют слегка лишний вес и серьезные габариты, выглядят просто очуменно. Вот мое мнение, я несколько человек наблюдал, спрашивал, почему они покупают часы за 10 штук. Они говорят, ну они идеально мне по руке. Размер большой, запястье большое, плюс пульс еще меряют. Здорово почему-то выбрал для себя часы Huawei. В чем их преимущество? Арман, я не хожу в часах Huawei, я их надеваю на стримах, чтобы у меня поспрашивали. Серьезно. Больше сообщений, больше активности, пообщаемся. Из нагрудников бывают серьезные акции и скидосы. Тикер X от Вахи. Понятия не имею. Я покупал, а попросил супругу, она из... человека, который из Финляндии катает в Петербурге, купила мне нагрудник за 5200, по-моему, или за 4800. Polar H10. Он супер. Что выбрать, MSFit GTS или BIP? Если вы спрашиваете, покупайте BIP, значит у вас не хватает денег. Это было утверждение. Хорошо. Ок. Если это не реклама. Дальше. Что еще? Я думаю, час, уже 57 минут, в принципе, хватит для того, чтобы вы поняли основные моменты по этим часам. В обзоре, конечно же, будет программа. Я расскажу, как на iOS они себя ведут, как приходят оповещения. Попробую тоже сделать. Хотя, если честно, вот покупать такие часы для оповещений, наверное, как раз разумно. Но, опять же, здесь Китай. Китайская прошивка, китайский язык. Как английский сделать, я пока не знаю. Но обязательно разберусь. Если это невозможно, значит невозможно. Обидно будет, потому что в этих часах все получилось, а в этих нет. У меня Galaxy Note 9, хочу Apple Watch 4, хоть телефон меняй. Вот лучше Госдеп, поменяйте телефон. Извини, пришел к самому концу. Ветер я, как всегда, оставлю стримы, как всегда, можно будет со мной пообщаться в воскресенье. Mi Kala или Apple Watch 3, цена Kala грубо около десятки, цена третьих Apple 5. Нет, ну перестань. Грубо 9 или 8 даже Kala, а Apple 15. Я взял Apple. Но желательно и телефон яблочный купить. Привет, были бипы, потерял, пока лез в гору. После взял GTR. Разочаровал по функционалу и тому, что они даже время не показывают во время тренировки. Заказал Stratos 3. Надеюсь, не разочаруюсь. Ни на секунду не разочаруйтесь, Талиб. Посоветуй накладные уши до 30 баксов на канале. Дальше. Подскажи, пожалуйста, какие лучше взять? Mi Watch или TicWatch Pro? Точно не TicWatch Pro, что угодно, Мега. Что угодно, не TicWatch и не Lemfa. Вот кратко такой ответ. Извини, пропустил ответ, дублирую. Будут ли обзоры на портативный проектор? Дорого, Алексей, дорого. Дорого, и мне кажется, неинтересно малому количеству людей. Я попробую. Вот. Подскажите, пожалуйста, умные часы для занятий спортом на воде. Полары, Сунда, Гармины, любые вот дешевые самые. Но опять же, вот эти все на открытой воде они будут все равно примерно показывать.
i90 тысяч Pro, копия AirPods Pro будут на обзоре. Они у меня есть на руках, я пока не знаю, что рассказывать. Это все гон, Руслан, они реально они хуже оригиналов в разы. Думаю взять телефон в пределах 17 тысяч, выбор пал на Xiaomi Note 9, Note 8 Pro и Mi 9 Lite. Я бы, наверное, Mi 9 Lite взял бы. Микала NFC. Да, есть NFC, только платить ими нельзя. Сегодня тихо, я смотрю, стрим идет. Ну, смотря как смотреть, сегодня среда. Вообще самый плохой день для ютубера. Так, минимум 30% меньше всего. Это новинка? Да. Mi Watch глобалка вышла? Нет. Скажи, пожалуйста, Apple Watch работают только с iOS или с Android тоже? С Apple Watch, то, что с Android, костыли мрачные. Какой смартфон посоветуешь до 250 баксов? Есть топ-5 на канале моих смартфонов. Бро помог решиться, беру Apple. Берите. Покажи меню. Я сейчас сохраню стрим. Все, я заканчиваю это гиблое дело. Почему? Потому что уже основное рассказал, а супер стримы у нас обычно по воскресеньям. Приходите, пообщаемся на все темы. Вот. Как вы помните, часов у меня немерено. В основном это MSFit как раз. Вот. Apple Watch, наверное, тоже куплю в ближайшее время. И это уже не наметка, это прям вот все я заказал. И к чему это все? К тому, что менюшку вы можете в начале стрима посмотреть. Я сейчас его заканчиваю, все будет good. Всем доброго вечера, всем счастливо. Давайте попрощаемся. Варвар, счастливо. С iOS, да, нормально работает со всем остальным. Андрей, счастливо. Иван, счастливо. Нет, не глючно, это NFC, точнее, FPS у меня ужасный на стриме, а так они нормальные. Я потом сделаю, на обзоре будет видно. Будешь ли заказывать кубик от Xiaomi? Миша, ты меня решил победить все-таки. Тирекс отложи. Ок, пока. Счастливо Блэк, счастливо Егор, счастливо Алишер, салам, норм. Стрим сейчас сохраню, кому интересно про ушки. Не забывайте лайк поставить, потому что это мотивейшн. 17 дизов, прикиньте, сколько у меня уже хейтеров стало. 14. Норм. Кому что-то не нравится, пишите в комментариях без мата. Я буду адекватно к этому относиться. Может быть, я где-то поменяюсь. Я постараюсь. Вот, стрим сохрани, обязательно. Я спать, счастливо, Саша, счастливо, Серж, Диана, удачи. Mi Band испортится, да, испортит, может. Максим, счастливо. И Егор, удачи. Все. Спасибо, что были на стриме. Надеюсь,